Новый президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал решение своего российского коллеги начать выдачу паспортов России жителям так называемых ДНР, ЛНР и всем желающим украинцам. По поводу заявлений президента РФ Владимира Путина хочу отметить следующее. Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать новой нефтью, в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Украинцы – это свободные люди в свободной стране. Независимые, суверенной и неделимой. Гражданство Украины – это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса. Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате всех на всех. Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России, с пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации, как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается, во всех смыслах этого слова, но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять. Я действительно не бог, чтобы мои желания исполнялись, но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед ним. Никто не попадет сразу в рай. Сначала будет суд.